Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. И вкусных заготовок на зиму. Мы сегодня будем отвечать на вопросы по нашему рецепту, который мы в прошлом году готовили уже и показали. А еще год, то есть 2 года назад, мы только пару банок сделали. У меня был один апельсин, и я вот сделала, поделила его и 2 банки на зиму. Нам настолько понравилось, что в прошлом году уже было где-то банок 15 закрыли, а сейчас еще больше будем готовить, потому что они настолько вкусные, что тут ничего не остается. Ни рассола, ни томатов, ничего не остается, все съедается, настолько оно все вкусное. Мы называем их царские помидоры. Что нам нужно? Нужны помидоры, которые умещаются в 3-литровую банку. Мы будем закрывать 3-литровую банку и рецептуры на 3-литровую банку. Берем зонтики петрушки. Они наиболее яркие, такие дают нежный аромат специфический. Нам нужны апельсины. Причем не нужно много апельсин. Я сразу же отвечаю на вопросы наших подписчиков. Сейчас покажу, сколько у нас апельсин. Беру средний, но они довольно-таки тяжелые сейчас оказываются. Вот 398 грамм, под 400 грамм. И наполовину делим. Спрашивают, можно ли больше положить. Можно больше, но не нужно. Тогда больше апельсин будет перебивать все запахи, все ароматы. А так вот получается очень-очень вкусно, когда ложим половину апельсина. Но мы сейчас будем показывать. Еще мы используем сладкий перчик. В сочетании сладкого перчика. Перчик у нас, кстати, и такой уже созрел. Это у нас колокольчики. Он не острый сейчас, но пикантный, очень ароматный и создает такой прекрасный букет в банке. Вот мы все ингредиенты собрали. Да, кстати, нам нужна еще будет лимонная кислота. На 3-литровую банку 4 грамма лимонной кислоты. И нужно будет соль и сахар. Столовая ложка сверху соли и 3 столовые ложки сверху сахара. Вот это все ингредиенты для этого прекрасного, вкусного помидора в банке на зиму. Этот помидорчик, настолько ароматный и вкусный, что будем готовить. Начинаем уже готовить. Помидоров у нас много. Пора уже. И выбрали как раз маленькие, которые умещаются в банке. Мы сейчас будем готовить и покажем, и расскажем, как мы это будем делать. Итак, берем сладкий перец. Нам тоже достаточно будет и половины одного перца. Выбираем семечку, семена. Вырезаем, вычищаем. И можно так на полосочки. И то же самое с этой половинкой. Так. Перчик готовый. С апельсина верхушку вот это срезаем. Мы хорошо моем их. Они хорошо, что сейчас не обработаны ничем. Смотрите, мы берем тяжелые, стараюсь апельсины взять тяжелые. Они такие сочные. И нарезаем. Можно кругленькими, можно... Мы сейчас попробуем разные варианты. Можно просто полукругом. Итак, у нас апельсины... О, аромат такой. Все должно быть идеально чистым, помыто. Потому что мы будем этот же рассол уже с этими апельсинками совсем использовать. Итак, берем помидорки и закладываем. Вот мне удалось собрать и вырастить не крупные. Я всегда стараюсь вначале, чтобы закрыть не крупные мы. Ставим, выращиваем для того, чтобы закрыть банку. У нас как раз мелкие мейшуай и фенда. Вот эти 2 классных сорта, 2 гибрида, очень хорошие. И вот мы используем сейчас уже для вместо листьев такие вот прекрасные семенные зонтики. Они очень хороший аромат дают. Итак, поехали дальше. Тем временем выкладываем, чтобы было и красиво. Вот так вот сейчас мы зонтиков 3 зонтика. От петрушечки нам понадобится. Так, чтобы это все побольше вместилось. Помидоры сколько вместится, столько и выкладываем в банку.
Очень красивое такое сочетание. Так, зонтик нам нужно, чтобы он тоже красиво смотрелся. Мы его вот так со стороны. Сейчас еще сюда апельсинка пойдет. Вот они мягкие. Да, у меня там вопрос был по поводу помидоров. Если плотные помидоры, что делать? Тогда трижды заливаете. Я заливаю 2 раза. Вот мне один перчик понадобился. Вот, и еще мы не положили вот этот перчик. Смотрите, как красиво. Ну и еще один помидор. Они у нас более-менее мягкие, эти помидоры. Специально выращиваю фенду и вот так вот. Вот смотри, какая красота. Фенда и мэйшуай. Вот, плотные идут на томатный сок. И вот у нас, видите, какая красота. Теперь уже эта банка готова к тому, чтобы заливать кипяточек. И дальше сейчас мы будем показывать, что мы будем делать дальше. А теперь надо залить кипяточек в каждую банку. Аккуратненько. Крышки я уже помыла тоже. Перекипятила их. И теперь остается только на 15 минут вот это все накрыть, закрыть. И пусть теперь томится 15 минут вот этот состав. 15 минут прошло. Мы теперь меняем крышечки. И сейчас будем заливать в кастрюльку. Я вам покажу на одну банку, сколько у нас идет чего, чтобы вы могли ориентироваться при приготовлении собственных томатов, царских томатов с апельсином. Так. Уже такой аромат тут от этого будущего сиропа. Ну что, мы крышечку меняем, пусть они томятся там. А сейчас пойдем с вами будем сюда добавлять лимонную кислоту, соль и сахар. Итак, нам нужно 4 грамма лимонной кислоты на одну 3-литровую банку. Смотрите, чашечка имеет 131 грамм, значит нам 4 грамма 135 грамм должно быть. О, даже больше чуть-чуть. Сейчас насыпем. Еще больше получается. Вот, 135 граммов, то есть 4 нам надо грамма лимонной кислоты. Вот она, лимонная кислота, она доступна каждому, продается в любом продовольственном магазине. Итак, 4 грамма лимонной кислоты. Итак, кастрюля у нас уже, огонь включен на плите. Лимонную кислоту сюда добавляем. Добавляем на одну 3-литровую банку. Напоминаю, у нас лимонной кислоты 4 грамма. Теперь 1, это сахар у нас. 2, 3 столовая ложка с верхом сахара. Так, и теперь остается у нас соль. Крупного помола, морская соль. И сюда же. И теперь доводим до кипения. Закипит, будем заливать баночку. Будем дважды заливать, трижды, то есть, для того, чтобы, что наши подписчицы уже по прошлому году говорят, у них твердые помидоры и все-таки 2 раза мало. Мы делаем 3 раза, 3 заливки, уже вот эта 2 будет, ну и 3 уже окончательная будет. Ну что, у нас, видите, рассол буквально минуту-две перекипел. Запах очень приятный, потому что уже апельсинки отдали часть своего сока. И теперь мы их заливаем, все вот эти вкусняшки. Заливаем в банку. 2 раз. Сейчас сделаем быстрее это. Прямо с кастрюли и отправим все в банку. И оставим еще на 5 минут. Ой, так вот. Есть такое дело. И закрываем снова. 5 минут. Ну что, 5 минут прошло, и мы сейчас снова меняем. Это уже 3-й раз будет у нас кипячение рассола.
Будем кипятить его. Уже видите, у нас даже и с лимонной кислотой, и с сахаром. Попробовала по вкусу, смак очень хороший. Очень вкусно. Уже сейчас. Вы когда будете готовить сами, вы увидите, услышите, нюх будет ваш подсказывать, что это очень вкусно. Просто Новым годом на кухне пахнет. И снова на плиту и доводим до кипения. Итак, у нас закипело уже 3-й раз. Вот, и теперь мы баночку уже заливаем и закрываем. Ой, аромат какой стоит. Вы заметили, ни черного перца, ни лаврушки мы ничего сюда не добавляем. Здесь очень важно вот этот сделать букет ароматов, который мы вот нашли, нам очень понравилось. Когда лавровый лист и черный перчик сюда ложишь, перебивается аромат апельсина, аромат Нового года. Итак, баночка есть. Вот таким образом. Вот смотрите. И сейчас мы ее отправляем в теплое место. Закутываем ветошью, теплыми вещами на сутки. Ну вот теплыми вещами мы закрываем эту банку. И здесь минимум сутки. Чем больше, тем, кстати, лучше. Вот они у меня сутки, двое могут лежать закутанными теплыми вещами. Еще сверху здесь будет старое пальто. Все теплые вещи. И закрываем вот эти баночки. И они здесь, наши помидорки, в сочетании с перчиком и с апельсинами будут созревать. А затем мы перенесем в погреб. А зимой уже оттуда будем доносить. Сегодняшние вкусности на зиму царские помидоры с апельсином готовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго, приятного аппетита. До новых встреч на нашем каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Сьогодні будемо заготовку робити на зиму. І вона дуже смачна, ми її називаємо царські помідори з апельсинами. Правда, необхідно всього-навсього на 3-літрову банку половина одного апельсину. Ось у нас, бачите, десь біля 400 грам апельсини. І ми їх ділимо на половину. На банку треба половину апельсина, більше не треба, тоді він переб'є весь аромат. Нам потрібно ще обов'язково буде перець солодкий. Як бачите, у нас більше овочів немає. У нас немає ні чеснику, ні цибулі, тут ні моркви. Не треба перебивати. Цей аромат, цей такий букет буде просто чудовий. Він настільки святковий, що відкриваєш банку, вона дійсно таким ароматом всю кухню взимку заполоняє. Так що будемо готувати. І ще нам треба обов'язково буде лимонна кислота 4 грами, столова ложка солі кам'яної такої крупного помолу і 3 столові ложки цукру. Оце все, що необхідно для цих дуже смачних помідорів на зиму. І зараз ми покажемо, як це ми будемо робити. Тепер ми готуємо вже все в банку. У нас все чисто вимите, банка теж помита, я содою мию, саме найкраще, найкращий результат дає. І тепер накладаємо в банку, бачите, якраз гарно, що ми виростили не такі сильно крупні перші помідори, тому вони залазять у банку. Ой, це вже тяжко залазить. От, накладаємо. Далі що ми робимо? Беремо перчик. Нам 1 перчина треба для однієї 3-літрової банки. Так. Можна і дольками різати, а можна ще отак порізати апельсинчик. Він дуже такий сочний. Ой, який він гарний, дивіться, яка краса. І це вкладаємо ці дольки апельсинів, ці нарізки у всій банці. Дивіться, як це гарно. І тут же й перчик. Скільки в мене виходить на банку помідорів, я не знаю, тому що я зібрала собі відро і закрила. Зібрала відро і закрила.
Так, і зразу ж нам треба на одну банку 3 отаких зонтика із петрушки. Спеціально на насіння залишила і спеціально використовую ще й для того, щоб закривати банки, тому що листя не дає зелене такого аромату, як дають зонтики з насінням. Так, зараз ми ще й сюди трошечки ось таким чином по бокам, щоб це було гарненько і смачненько. Так, і знову кладемо помідори. Довільно так, щоб було гарненько. Якщо тверді помідори, то треба буде заливати тричі. Ми маємо ці сорти, Мейшуай і Фенда, які м'які, розові. Ми дуже любимо саме розові ці помідори в банках. Царські помідори. Так, тепер ще треба нам же не забутися всю половинку апельсина. Ось таким чином. У нас ще причинка є. Ми і причинку сюди. Дивіться, як це гарно буде. Причина сюди, апельсина сюди. І ще солодкий перчик обов'язково треба ще помістити. Так, це сюди, це сюди. Я не переживаю, що там сок піде, тому що весь розсол перший у нас якраз піде. Ми не виливаємо його, а буде використовуватися для того, щоб закрити його вже в банки. Ось дивіться, банка готова як гарно, але, скажу чесно, смачно ще краще, чим так от воно дуже гарно дивиться у банці, але дуже взимку смачно і ароматно. І в нас тільки зонтики залишаються від петрушки, а все інше все з'їдається. Ну що ж, далі готуємо зараз. Уже до плити підемо, будемо готувати кипяток і далі працювати з тим, щоб закрити ці банки вже на зиму. Тепер залишається залити всі наші помідорки в банках кипяточком. Потихеньку заливаємо і залишаємо на 15 хвилин, щоб вони у цьому кипяточку постояли отак. І накриваємо кришкою, яку ми помили завчасно содою і провели кипяточок, перекипятили в маленькій кастрюльці. Ось 15 хвилин пройде і далі будемо працювати. 15 хвилин пройшло. Тепер беремо, міняємо кришечку. Гаряче, не все. Так, цю ми кришечку поруч кладемо. І у нас вже завчасно приготовлена кастрюлечка. І ми зараз будемо заливати сюди цю кастрюлю. Це нам необхідно для того, щоб ми вже знали, у нас на одну банку зараз ми будемо викладати потрібну кількість солі, лимонної кислоти. Давайте я покажу на одну банку, і тоді ви вже будете знати, скільки треба буде на декілька банок. Одна банка, зараз ми будемо все викладати. Тепер нам необхідна лимонна кислота. Вона є в кожному продовольчому магазині, тому беремо. Нам треба 4 грами. 4 грами лимонної кислоти. У нас там чашечка має 131 грам. Трошечки треба 135, щоб було 4 грами. О, є. 4 грами лимонної кислоти. Розсол, який у нас був у банці, ми вилили в кастрюлю на одну 3-літрову банку. Додаємо сюди лимонну кислоту. Далі беремо 1 столову ложку з верхом солі. От вона така крупна ця морська сіль. Так. І 3 ложки беремо цукру. Теж зверху. 1, 2, 3. І тепер варимо цей розсол до моменту закипання. Тобто в нас вже тут є
всі важливі інгредієнти. Тут у нас є і лимонна кислота, і сіль, і цукор. Зараз воно закипить, ми закриємо першу банку. Я вам показую, як я роблю на одну банку, щоб ви не ділили. Але внизу під відео буде у нас ще окрема рецептура на одну 3-літрову банку. Там буде кількість, скільки от на розсол. І апельсина половина, 1 перець солодкий, 1 гіркий перчик і помідори. А помідори весь час різна кількість, тому що це залежить від того, які помідори. Чи вони середнього розміру, чи мілкі, чи вони дуже вже великі, але вдається їх засунути у банку. Розсол, вже бачите, закипів. Ми його набираємо і заливаємо в банку. Я зараз зроблю тричі для того, щоб наші глядачі, які писали, що у них взривають банки, якщо тільки 2 заливки, ми зараз зробимо 3 заливки. Тричі у нас буде кипіти. Зараз 5 хвилин побуде в розсолі цьому. Тобто у нас вже готове, як бачите, у нас готове все. І зараз ми ще 5 хвилин витримаємо і знову закриваємо. Це вже точно, щоб баночка гарненько перезимувала і до столу достояла. 5 хвилин пройшло, ми вже двічі заливали кипятком і ще 3-й кипяточок буде зараз, для того, щоб приготуватися вже до закриття. Ми зараз зливаємо. Це у нас нагадує, що тут вже і лимонна кислота, і сіль, і цукор, все є. Ми просто заливаємо, знову ж таки, цим розсолом залили. І зараз 3-й раз його закипятимо і зальємо наші царські помідори з апельсинами. І тепер кастрюлю відправляємо на плиту. Ну що, смакота перекипіла, і тепер ми беремо, заливаємо її в банку. Це вже 3-я заливка у нас. Аромат стоїть, просто чудовий. Так, заливаємо і все, закриваємо. Дуже хтось гарну річ придумав, цей полуавтомат. Все, закрили і несемо на лежбище. Зараз будуть помідори вилежуватися. Ось тут наші баночки будуть лежати, дозрівати будуть помідорки і всі ці овочеві фрукти тут, все, що у нас тут є. Дуже гарно, дуже смачно. І ми завершили сьогодні роботу, закриємо гарно теплими речами, зверху ще буде тепле пальто і стареньке. І тут доба-дві вони будуть у нас лежати, зберігатися. А потім, уже коли остинуть, ми їх занесемо в погріб і там будемо зберігати вже до зими, а взимку вже будемо повертати знов на кухню. Ось така смакота на зиму сьогодні готувалася нами. Смачного всім! На все добре, готуйте, тому що дуже-дуже взимку будете згадувати добрими словами, як це робили вже в минулому році дуже багато наших підписників та глядачів. Смачного!